Добрый день, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и со мной в студии политический обозреватель Федор Бирюков и координатор проекта «Эра» Ульяна Максименко. Мы собрались здесь поговорить о важнейшей теме «Тотальная свобода и тотальное рабство». Мы обсуждаем проект «Эра», сами находя в нем собственные берега и собственные очертания материков и континентов. Дело в том, что Эра настолько по задумке своей огромна, это фактически видение новой России, что вот так вот с полтычка ее не охватишь. И есть вопросы, вот в частности, во вчерашних наших очень таких острых дискуссиях тут они возникли. Что есть тотальная свобода и что есть тотальное рабство? Вот в «Волхве», например, упоминается, кто его, Фауст написал, да? У Фауза в «Волхве» упоминается эпизод с ловлей кальмаров, когда кальмаров ловят на тряпочку, привязанную буквально там на такую бечевочку какую-то. И кальмар замечательно на нее клюет, хотя тряпочка даже запаха никакого не дает. И сказано, что весь мир пребывает в иллюзии, и пребывая в этой иллюзии, гораздо удобнее ловиться на тряпочку, чем пораскинуть мозгами и подумать, является ли это чем-то съедобным. Мы все заглатываем тряпочку, и потом нас отправляют всех примерно на разделочный стол. В Эре есть понимание, о котором мы говорим с вами, о внушенном рабстве, которое идет с самого начала, практически там сотворения мира. Оно заложено в финансовой системе, оно заложено в религиозных верованиях. Человек тотально не свободен, если следует этому догмату. А мы говорим о том, что человек тотально свободен. Что делать? Где провести грань разделения между тотальной свободой и тотальным рабством, как мы считаем внушенным? Я бы не преуменьшал размеры эры, она касается не только новой России, но всего нового мира. Согласен. Потому что ты правильно используешь слово «тотальный». В слове «тотальный» содержится большой блок определенного такого творческого принуждения, да, вот в отличие от абсолюта, который описывает некое статичное, примордиальное состояние, можно сказать, абсолютная свобода. Тотальная свобода — это некое действие, когда мы чуть-чуть иногда даже заставляем себя или кого-то быть свободными, освобождаем людей. Конечно, рабство бывает разным. То есть вот классическое рабство, рабовладение — это совсем не то, что сегодняшнее там, кредитное рабство, офисное рабство, семейное рабство. Ну, цепей-то нет, но это не нет, меняет. Кардинальным образом отличается самосознание. То есть вот древний мир, древнее общество, которое можно назвать даже кастовым или сословным, оно было принципиально иным. Раб, древний раб, античный, греческий, египетский, римский, иудейский, какой угодно, он, как правило, если это не свободный человек, попавший в рабство, как бы осознавал себя не тем, чем сегодняшний свободный человек, формально хотя бы свободный, осознает. Или там какой-нибудь древнегреческий философ, проданный в рабство за долги, он как бы осознавал себя человеком, попавшим во временную сложную ситуацию. А Спартак, допустим, поднявший самое знаменитое восстание рабов, он вообще осознавал себя воином, который боролся не с рабством или рабовладением, а за собственное, скажем так, положение в этом обществе. Все другое. Сегодня, когда мы говорим, что общество, индивидуумы порабощены банками, порабощены какими-то системными элементами, мы подразумеваем, что эти люди, попавшие в зависимость, ибо мы, да, которые находятся в зависимости от тех или иных структур глобальных, мы-то осознаем собственную свободу, мы как заключенные. Получается, сегодняшний раб, он скорее даже заключенный в глобальной тюрьме, которого еще и выводят на капиталистически полезные работы. То есть здесь, и на увеселительные коммерческие прогулки. Разная как бы экзистенция все-таки. Ты ощущаешь это? Я рабство, наверное, понимаю, когда нет согласованности между внутренним и внешним, когда
конфликты внутренние, ты понимаешь, что ты живешь не так, как ты, условно говоря, хочешь, а так, как хочешь жить, что-то не позволяет, то есть ограничения есть. Вот так в несвободе, в ограниченных внешних обстоятельствах ты не можешь реализовать свои какие-то внутренние вот эти интенции, даже непонятно на что, даже, может быть, ты не знаешь, как или каким образом что-либо проводить в жизнь, материализовывать свои идеи, и вот когда вот нет свободного течения изнутри наружу, вот этого вот внутреннего мира, который не связан с внешним, мне кажется, это явный критерий, что что-то идет как минимум не так, значит, есть несвобода. И вот пока Федор говорил, я задумалась, как человек ощущает рабство в труде. Ведь он же и сам может свободно трудиться. Но если ты свободно трудишься, ты делаешь, условно говоря, отдых между трудом тогда, когда ты это считаешь нужным. Вот устал, отдохнул, там, поработал столько, сколько считаешь нужным, или над книгой, да, вот даже если ты свободно пишешь книгу, то ты делаешь это, ну, не эксплуатируя себя, а Из состояния. Из состояния. А когда уже эксплуатация, условно говоря, идет над человеком, вот это не свобода, то он не может распорядиться ни своим временем, когда ему, условно, работать, когда отдыхать, ведь наш 8-часовой рабочий день, условно говоря, 1 час обеда, да, и у нас еще очень свободно вот в нашей структуре, а у других там определенно с 2 до 3, да, или там с часу до 2, я не знаю, я не помню, как это в детстве было. Ну, когда я в детстве маленькая приходила там куда-то, и там обед был, там с 12 до часу. Я думаю, а если человек не хочет есть в этот момент, Я уже что он думал, что в делает? детстве она работала там в 5-летнем возрасте. У неё обед был с часу до 2, это было так ужасно, что она просто стерла это из памяти и не помнит. Нет, ну вот, а что это? Это разве не свобода, когда человек свободно не может распорядиться своим временем, усилием, когда и в какое время применять это усилие, условно говоря, на работу, и отдыхом? То есть это уже явный критерий того, что не свободы нет. Поэтому для меня критерий свободы и рабства — это когда неконгруентность моим физическим, внутренним, ментальным, психоэмоциональным состоянием, то, как я хочу работать и трудиться, и что делать, и внешними требованиями системы. Да. И, ну, дисциплину, конечно же, никто не отменял. Я люблю дисциплину, но Да. когда она чересчур или как-то вот не соотносится Так с мы внутренним... марсианские станции не построим. Да, так, ну, Если не про все это будут речь, обедать, да, я не говорю в то про время, то, что, когда да, каждый захочет. я не говорю про то, что не должно быть режима, там, не знаю, детские саду, дети свободны или не свободны, рабство это над детьми или нет, когда им нужно спать в определенное количество времени. Ну, нет, наверное, это не рабство. Давайте разберемся хотя бы Ну, с то есть я постулатами эры. Нет, ну вот я в таком, да, сугубо личностном, внутрипсихологическом аспекте рассматриваю свободу, не свободу. Если смотреть с точки зрения общества и государства, то да, если мы не можем делать то, что хотим в рамках всей страны, условно говоря, опять же, а это про проекты и прилагать усилия в том направлении, где нужно стране, то определенно это рабство. Тогда чьи цели и чьи требования какой системы исполняет наш государственный организм, общественный организм. Он живет не в соответствии со своими внутренними потребностями и целями. Вот за 10 минут мы выбрались на сухой песчаный берег. Касаемо того, что страна наша живет. Современный урбанистический коллектор, который потерялся в зарослях. Я категорически не согласен с данной трактовкой. Я сразу сказал... Мы только выбрались на песчаный берег. Если мы так, этим путем пойдем, мы никуда не придем. Здесь, потому что рабство и свобода никакого отношения не имеют к офисному расписанию, к обеденному перерыву, к детским садам. Я просто напомню, что по известным источникам, значит, были рабы древние, вот настоящие рабы, которых покупали, продавали, которых, согласно закону, можно было определенным образом, там, если так получалось, увечить, казнить, обменивать и так далее. Они не обладали человеческим достоинством и правами в том обществе. И, прекрасно это осознавая, даже не имели, как правило, на это амбиции и претензий. Допустим, вот классическая афинская демократия полисов, она касалась только вооруженных свободных мужчин, собственников, воинов. Ни женщины, ни рабы туда не входили. При этом рабу в хорошем доме, в доме богатого какого-нибудь, значит, землевладельца,
или там воина, вообще жилось, конечно же, вольготно. И сегодняшний менеджер среднего звена, сегодня вообще там, я подозреваю, что порядка 70% населения Земли с удовольствием променяли свою сегодняшнюю работу на античное рабство в хорошем доме. Неплохо. Это отражено даже в античных нет. комедиях, когда, вот, Мы с тобой по-моему, нет. у Аристофана, что ли, там эпизод, когда господин уезжает из дома, и раб радостно говорит: я сегодня буду пить неразбавленное вино, сегодня вечеринка. У раба не было никаких прав особых, ну, кроме того, что если хозяин либерален, скажем так, он делает все, что угодно, помимо его работы. Вот. И у него был гарантированный кусок хлеба, ему не нужно было, значит, беспокоиться о завтрашнем дне, у него была абсолютная уверенность в будущем, стабильность и даже уверенность, если, опять-таки, если хозяйство хорошее, в благополучном исходе, значит, жизни своей семье. Но вот политической свободой он не обладал. Он не мог рисковать, как свободный человек, воевать, значит, добровольно участвовать в торговле, в искусстве и так далее. Сегодняшние, то, кого мы называем рабами, это на самом деле пролетариат классический. То есть человек, продающий, добровольно продающий свое время, у него же здоровье, нет стабильности. жизнь Нет за деньги. стабильности. Стабильности вообще нет. Ну, это а у большая того раба иллюзия. была это стабильность. Вы же относительно. сами сказали. Ну как она? Но ты живешь в хозяйском доме, не думаешь о Относительная. завтрашнем будущем. Тебя могли продать в любой момент. Хозяин испорчен настроение, его кто-то там, это он Так умер, сейчас то же другой, самое. его Если могли начальник убить в просто. испорченном настроении, Лен, тебя не тебя- продадут в честь. Ну, Но если это ты не я могу- попала ну да. в плен каким-нибудь, значит, дикарям, да, вот не продадут тебя. Ты сама продаешь. Мы все продаем свой труд, время и так далее. Но, значит, пафосно, романтично, идеалистично говорим: мы находимся в кредитном рабстве. То же самое кредитное рабство, но никто же не заставляет брать кредиты. Вот я, как человек, много раз бравший кредиты, потому что мне не хватало денег, да, в определенный момент. И я мог бы там подкопить, но я понимал, что, скорее всего, это не сделаю, а поскольку меня обременяла семья, мне нужны были бабки. А еще значит, в середине нулевых, как раз, когда у нас религия была стабильность, мне даже говорили: если у тебя нет кредита официального, у тебя это неблагонадежная банковская история, ты какой-то не такой, ты должен, как приличный человек, быть с кредитом. Философия Да ну, капитализма. сейчас, Так наоборот, и есть. не любят тех, у кого кредиты. В те времена большая кредитная история, это была, значит, возможность получить больше на льготных условиях. Жесть Ты какая. еще маленькая совсем была. Так и есть. Вот. Поэтому Ну, так и было. принципиально разное. И сегодняшняя свобода, философия сегодняшней свободы, она как раз в большей степени касается права на выбор человека, в том числе права на ужесточение собственной дисциплины, право на отказ, допустим, даже от обеденного перерыва, право на то, чтобы верстать, формировать собственную жизнь по собственному усмотрению или по усмотрению того Да ну, коллектива. сейчас большинство людей- В этом отказывает система. Система унифицирует сегодня всех. Нет, Ты как бы возможно. везде работаешь, то ли на фабрике, то ли в офисе. Вот, и даже можно служить в армии, как будто ты клерк. Вот, и все это дело унифицировано. То есть вот собственного такого суверенного господства над жизнью нет ни у кого, даже у какого-нибудь Трампа, который сам окружен кучей флажков, людей, которые его ограничивают, служб безопасности, который может запретить ему идти в туалет, если там выявлена опасность. Так я не поняла, вы утверждаете, что мы сейчас свободнее, чем античные рабы, или Это наоборот не разные свободнее? сферы вообще. Мы просто когда речь идет о обеденном перерыве, о графике рабочем, Нет, это не то. Нет, я говорила о том, что если ты не можешь жить так, как хочешь, это уже рабство. Так То это есть, тогда и все это рабы. если детально считывать на то, что если ты не можешь От пойти рождения. на обеденный перерыв, когда тебе реально по организму нужно, это уже тоже рабство. Средневековый Системное. король, суверен, который осуществляет приемы по этикету, не может его прервать, Да, потому что тоже ему хочется системный раб. Ну, в потому что туалет. так устроено. Ну, тогда все рабы, действительно. Вот, все, Тогда мы нету пришли. свободных. Ну вот, Нет, я и говорю, всё не об этом. свобода это когда А, внутреннее это соответствует Какой-нибудь внешнему. жук ползущий, он порабощен просто природными условиями, И необходимостями, силы инстинктами. тяготения, да. Гравитация вообще всех нас угнетает. Поработило Ну чудовищно. вот мы и пришли к тому, Все-таки что нет мы... свободы. Подожди, мы не о том. Это ты говоришь, это вот такое, да, поколенческое, как я скажу сейчас, ожидая ответного двойного удара, который я готов пропустить. Это я после эфира. А после эфира... Зонтиком. Нет, в эфире и после эфира. Я же сказал, двойного ответного удара.
Это все-таки поколенческое касаемо того, что вот все, тотальная свобода. Тотальная свобода такая буквально невозможна, потому что и вне структурно мы никаких великих целей не достигнем и никакие великие проекты не реализуем. Но ты сказала важнейшую вещь, Ульян, важнейшую. О том, что и поднимаясь на максимальный уровень масштаба, не на максимальный, не на планетарный, в данном случае на государственный уровень масштаба, мы видим, что Россия тотально не свободна, что мы выполняем чужие указания, что мы живем по чужим лекалам, что мы странным образом удивляемся невыполнению каких-то международных соглашений, тотальному отсутствию международной дипломатии и тотальному презрению вообще к слову политика, и тем более, что еще страшнее, к подписанному документу. И тут возникает вопрос, а мы-то почему как государство не обретаем собственной свободы? Почему мы не приходим в состояние тотальной собственной свободы, когда мы организуем... В Российской Федерации абсолютная свобода. У нас масса внешних ограничений, но Российская Федерация одна из самых свободных стран сегодня на политической арене. Потому что Российская Федерация делает многое то, что не смеют делать другие государства. Суверенитет, свобода как государство у нас присутствует в огромной, в полной мере. Ну, то есть ты считаешь, что внешнего управления у России нет? Нет. С точки зрения того, что мы действуем по западным лекалам? Что значит по западным лекалам? Мы носим штаны. Вот можно сказать, что мы используем европейскую западную моду. Нет, я тебе говорю о том, что мы ведем... А я отвечаю, штаны носили и скифы. Это безусловно. вот эллины ходили там в туниках, а наши предки ходили в штанах кожаных. Да, я тебе говорю о том, что с точки зрения, например, дипломатии, мы продолжаем следовать там буквам закона, подписанным соглашениям, а никто в мире этому не следует. И хорошо, по-другому скажем, наши оппоненты серьезные, которые как будто бы когда-то были нашими партнерами, тотально этому не следуют, нарушая все, что только можно нарушить. А мы остаемся вот в фарватере исполнения собственных обязательств. Мы же добровольно исполняем свои обязательства. Добровольно ли? Добровольно. Ну, тогда в данном вопросе нам нечего обсуждать, потому что у нас с тобой принципиально разные позиции. Конечно, в этом и ценность. Это про разные, потому что... Я не считаю, что добровольно. Если бы добровольно, мы были бы уже на другом этапе экономического развития. И у нас не было бы бесконечного спора относительно того, Центробанк определяет нашу жизнь или нашу жизнь определяет само государство, проявленное в государственной воле. Так государство определяет, и Центробанк это тоже государство, нет, а мы нет. В данном случае свобода государства мы подданные государству. Мы говорим, мы же сказали, мы говорим с максимального масштаба, с масштаба государства как единого субъекта. Ну, смотри, вот государство как единый субъект, оно вот действует так, и что много недовольных, или там на выборах государственный курс не поддерживается, или там мы каждый день видим какие-то одиночные пикеты. Ну, все же согласны, и причем это происходит десятилетиями. Вот 30 лет с 96-го года, после последних выборов, там до сих пор спорят, на самом ли деле победил Ельцин или Зюганов там, но все-таки вот как победил Ельцин формально там, так большинство граждан, значит, голосами, налогами, действиями или бездействием поддерживает этот курс, который, кстати, меняется. И вот тогда-то, в 96-м году, Российская Федерация, очевидно, была зависима, в том прямо от американских, значит, центров силы, да, потом и от европейских. А сегодня независимость и суверенитет есть, но плохая новость в том, что для граждан, которые не аффилированы во власть, не встроены, которые не несут на себе определенные ярлык государства, суверенитет системы не всегда хорошо. И не всегда понятен даже, что ты демонстрируешь. Если бы наша страна была полностью суверенной, мы бы предложили бы альтернативу, как Советский Союз, тогдашнему миру, свою систему. Мы сейчас такого почему-то не можем Советский сделать. Союз гораздо больше выполнял международных обязательств. Нет, потому что они были жестче. У Советского Союза был свой взгляд на то, как должна быть устроена жизнь общества. У России сейчас какой взгляд? Свой, в отличие от всего глобального мира, на то, как должна быть. Это другой вопрос. Вопрос оригинальности взгляда. Советский Союз
действительно был альтернативой всему капиталистическому устройству. Я считаю, это очень Российская свободно. Федерация не является альтернативой Вот почему. капиталистическому. Хотя декларирует это. Ну как, а где это записано? Ну, как будто бы в том-то и дело, что не записано, В но Конституции растворено в СССР было информации. написано государство нового типа. Да, здесь растворено в значит, информационном пространстве, что у нас особые ценности, особенные устремления, что у нас исключительный свой путь, ни на кого не похож. традиционные ценности, то есть это ничего нового. Это что-то очень консервативное, которое Нет, по мысли это создателей как раз- разделяется Нет, миллионами землян. нет, То есть это- мы вот пытаемся, Тогда скорее государство миллиардами. пытается, хотя это не так. Ты понимаешь, что традиционные ценности у разных цивилизаций народов абсолютно разные. И это как раз показатель того, о чем говорит Сергей, про то, что мы сейчас заявляем вот эту альтернативу. У вас там разврат, а у нас традиционные ценности. Это не альтернатива. У нас порядочек. Да, у нас... Вести, чтобы было все как при бабушке, это не альтернатива. Это Но это альтернатива консерватизм. текущему состоянию. Будто бы, тех, да, это будто бы альтернатива будто бы, текущему да. положению дел в мире. Да, Но абсолютно. на самом деле она На самом альтернативой деле, да. по большому Счету счету не не является. является. Всё А Советский правильно. Союз, да, ты прав, был Да. тотальной альтернативой государств нового типа. И, кстати, то, что Советский Союз железно выполнял все договоренности, это притча во языцах, Да. тут нечего говорить. Западники всегда считали, что если они заключили контракт с советами коммерческий, все, это бинго, да, Да. как говорят, все, это точно, это вот можно просто все эти деньги, которые еще не пришли, уже потратить. Потому что они придут с вероятностью Мгм. 1000%. Это, Ну, возможно, нас и погубило. И в том деньги числе. другие были. Да. Деньги были другие, и подход к этому был другой. Но сейчас, тем не менее, вот здесь, встречаясь в этой студии с разными спикерами эры, и вы прекрасно в курсе того, о чем я говорю, мы видим, что великие проекты наличествуют, многие из них пришли еще из советской эпохи, длятся в сегодняшнем дне в состоянии, так скажем, бумажной, да, инженерной архитектуры, и все еще не реализуются по той простой причине, что нет на это воли государства. Нет на это тотальной воли государства. И мы говорим, что многие вещи абсурдны. Вот мы обсуждаем с вами в эфирах, вне эфира. Ну, казалось бы, очевидно, это надо делать. Потому Нет, что- это не делается. Является ли это признаком тотальной свободы государства? Нет, Или потому- признаком его тотальной несвободы, потому что оно не делает, потому что. Оно либо не хочет, либо реально не свободно. Вот все. Оно не свобода, это когда ты можешь идти по своему собственному пути, который обозначил. как И идешь свою- по и нему. идешь. И Да. идешь по нему. Не оглядываясь ни на кого, ни Вот. на чье Не- мировое международное мнение. А этого сейчас нет, значит. Какие Да. выводы? И либо Смотри, не хотят, тут не им надо удобно путать. жить И в так. то время, пока у Союза были силы, он Да. жил именно в такой Не парадигме. надо Он путать. шел Да, и и делал, не делал. оглядываясь ни на Свободу кого. И, значит, шизофрению, глупость, буйное поведение. Потому что если ты вот прямо делаешь, то вот если ты не один, конечно, в пустыне, а делаешь все, что ты хочешь, и то, что активно не нравится кому-то, ну, тебя прибьют, в конце концов. Если не одно государство, то будет блок, и они, как это бывало не раз, просто долбанут, и все. Но это не значит, что это было Лично с Советами то же самое Советский было. Союз действовал так, чтобы не столько раздражать буржуазию, а чтобы показывать действительно альтернативный путь, чтобы соблазнять народы присоединиться. Так никто именно. не В говорит, отличие, что нужно в как отличие от шизофреники буржуазных действовать. государств, Именно. наций, Советский Союз Так говорил, это. отбросьте свои Да. национальные, Да. чванливые, Да. эгоистичные суверенитеты, идите Правильно. к нам. Да. Это был красный глобализм. кто ж спорит А с этим? сегодняшнее Кто Мы не понимание полностью с тобой согласны. суверенитет — это заборы. Так мы-то говорим из высшего понятия, поднявшись над заборами. Федор, друг мой, что нам я смотреть на эти предлагаю заборы? подняться над сегодняшними штампами. Вот это все, пускай министр иностранных дел об этом рассуждает. Ну, У них хорошо получается. А нам для проектов нужен другой, новый инструментарий. В том Какой? числе Нет, Какой? Федор, ты говоришь, значит, если кто-то решает самостоятельно управлять своей судьбой, значит, он обязательно обладает каким-то буйным шизофреническим Нет. поведением. Что за бред? Это же не ты, так. ты говоришь, что несмотря на все эти самые... Ну вот, да. Человек, который за рулем едет по дороге, он соблюдает правила дорожного движения не только потому, Это чтобы не казуистика. оштрафован Я был, же не имела а в для того, виду чтобы не негативную попасть какую-то в аварию. составляющую, Я несмотря на- утверждаю, Чтобы не причем, погибнуть самому и друзья не мои, убить других. Все у правильно. меня 17 лет опыта в системной политике, работы партийной. Я вам уверяю, клянусь, что Российская Федерация как государство абсолютно суверенно, свободно и действует на свое усмотрение. Но нам, как гражданам, непонятна политика государства зачастую. Нам это не нравится. Представители государства нам не объясняют. интересно. А так, все, что
государство хочет, оно так или иначе делает, в том числе поддерживает ту ключевую, эту самую Тогда процентную какой ставку и путь? так Ну, далее. с Ну, точки тогда зрения, почему он это с точки делает? зрения, Почему? Ульяна, с точки Ну, зрения Я не знаю. вот такой, Ему так да, кажется это разумно. суверенным. Как оно может Звучит казаться разумно. Потому что- суверенным, если оно таковым в деле не является? Потому Почему? что, Для у них разных, это суверенно. потому что у разных страт социальных и у разных групп управления абсолютно разный подход к суверенности. Может, Так вот, им давайте... нравится чужую волю исполнять, я не знаю. Вот И называется это суверенным? вероятность. Давайте поднимемся еще выше. Да? А мы говорим о том, что наша цель, опираясь на неограниченность ресурсов, развивать государство, развивать его настолько, чтобы население у нас было, тут, я не знаю, тут миллиард, и проекты реализовывались такие, где в каждом проекте по 30 миллионов народу занято. А какой крупнейший проект был советский? Один из крупнейших. Ну вот «Буран» был на излете Советского Союза. 2,5 миллиона человек были вовлечены в «Буран». Опосредованно там Вот и это так только далее. часть великого космического проекта. Конечно, Да. это всего лишь, я и говорю, я же произнес слово «Буран». Так все-таки, при всей верности твоих слов, ты очень четко описал ситуацию. Я приведу сейчас пример. Уль, мы с ним говорим об одном все втроем, об одном и том же, он просто над нами, так скажем, Издевается. Нет. издевается и иронизирует. Да подожди, дай сказать. Нет. Лет 10-15, там не помню, 20 назад, лет 15 назад, Андрона Кончаловского пригласили где-то в студию, там была схватка, все перегрызлись, как обычно, в прямом эфире, была замечательная красивая картинка, а потом о нем вспомнили и сказали, ну что это такое было, ой-ой-ой, да, как же вот это вот, мы забыли про вас. Что вы думаете о текущем моменте? Он сказал, у нас никакой связи нет между народом и государством, и тем не менее, между народом и властью, по-моему, что-то такое было, тем не менее, они что-то делают для вас, хотя бы спасибо им скажите. Вот Федор это интерпретировал и нам, так скажем, задвинул. Он сказал, что да, они действуют по собственной воле, не озираясь ни на кого абсолютно. Предположим, Нет, это касается так. не только Если Российской свобода А Федерации. нас есть, это- почему ее смотрите, нет? В новом фильме «Господин Мститель» очень хорошая фраза есть. Вам кажется, что государство, банки, силовые структуры не выполняют свои функции. Вы ошибаетесь, потому что их основная функция — контролировать вас. С этим система блестяще справляется. Справляется Мы же идеально. свободны или не свободны? Не могу понять. Фёдор, Свобода вы говорите, власть это свободна. не бутылка воды, которая Что? может быть полная, может быть не Мы стакан. не свободны. Но он Свобода говорит, это что мы иерархия, свобода это уровни. Вот когда мы, например, можем обсуждать эти уровни, в этом проявляется часть свободы. Когда мы добровольно исполняем правила дорожного движения не потому, что мы боимся штрафа, а мы Конечно, вообще против этого никто не уважаем спорит. свою жизнь и другое, это добровольный вывод. А хулиган, бандит, сумасшедший, который вылетает навстречку, который думает, что он так проявляет свою свободу, он проявляет просто как бы худшие качества животной породы или, Это значит, собственную безусловно. истерию. И это все экстраполируется. Но проблема нашего общества, как я вижу, в том, что действительно система, люди, представляющие систему, очень, скажем так, отдалены, дистанцированы от основной массы населения. А основная масса населения тоже десятилетиями не горела желанием никак участвовать в том, что мы ошибочно или не ошибочно называем политикой. Они делегировали так называемой элите права все, в обмен на то, чтобы свободно брать кредиты, да, на то, на что им нравится, чтобы свободно слушать примитивную Нет, ну это классика политологии. популярную музыку, смотреть глупые так фильмы научили. и утилизировать собственную жизнь. А теперь, лучшие умы и общество, и государство понимают, что сложно опять срастить это, и нам кажется, что кто-то не суверенен. Нет. Государство суверенное. Более того, очень вредно убеждать в обратном, потому что тогда мы сами себя загоняем как личности, как народ и как государство в рабское стойло. Это нам никто не заставляет делать. Не нужно чувствовать себя большим невольником, чем мы есть на самом деле. Давайте поднимемся все-таки масштабом, этажами выше и поговорим о том, Полетели на что... орбиту. Нет, не надо на орбиты. О том, что на самом деле, с точки зрения системного освоения государства, то, о чем мы говорим в рамках эры, и с точки зрения безграничности ресурсов и наличия всего необходимого для этого, Россия этим путем не следует сегодня. Не следует. Нет глобальных системообразующих проектов,
нет прорывной экономики, Нет альтернативы. нет альтернативы, нет космоса. Все это в очень таком, я бы сказал, угнетенном состоянии. Мы не Менеджеры рассказываем не о том, хотят. что у нас магазины пустые, Менеджеры не хотят или этим трамвай. заниматься. Так точно, Да. абсолютно верно, Потому что им замечательное проще выражение. торговать Менеджеры не сырьем, хотят. вывозить деньги. А мы говорим о том, собирать да, налоги. и еще Так важно, разве это абсолютно. суверенитет и свобода? Да, вот с их точки зрения, они С их это точки делают зрения, с точки свободно. зрения, Но мы же не говорим про Ульян, их точку принимаем, зрения. да, с точки зрения вот этого тотального меньшинства. Фёдор, Система. мы об одном и том же, но. И ты говоришь о том, что население максимально не вовлечено и не хочет увлекаться. Оно и никогда особенно не хочет увлекаться. Хоть ты и не сторонник него теории свои Гумилева, проблемы, он но решает что свои делать? проблемы. Да, но что делать, что какой бы теорией ты не руководствовался, 10% с одной стороны, 10% с другой, 80% посередине, смотрят, что предпримут эти 10 или эти 10. И вот у нас вопрос, ну а как активизировать? Как активизировать ситуацию к если тому, мы чтобы... Оглянемся вокруг, вот в разные страны. Индия, Европа западная, восточная, Южная Америка, Африка даже. Мы увидим там колоссальное по массовости участие людей в политической жизни, в партиях, про правительственных, оппозиционных. Прекрасно. А толк есть от этого хоть какой-нибудь? Какой? Есть. Они ставят Какой? микрозадачи, и их, например, если какой-нибудь забастовка была несколько месяцев назад, 200 миллионов человек участвовали в Индии. 200 миллионов – это больше, чем наше население. Ну, у них много населения. Что-то там они каких-то требований достигли. В Монголии полтора года назад была забастовка горняков. Там очень красочно проходили митинги. Женщины монгольские, активистские, топлес выступали. Это все телеканалы мира показали. У них тоже были свои экономические требования. Но хотя бы что-то. Это я к тому, что ты говоришь, что всегда большинство молчит. Нет. Разные условия, разные культуры. Я считаю, что нашему народу надо активнее участвовать в политической жизни, в общественной, чтобы было лучше жить, чтобы было Выходя больше из состояния свободы. несвободы. Я правильно тебя Да, понимаю? Выходя из это наши состояния права. Собственного, Собственного. возможно, в том числе не только реально наличествующего, да, экономического рабства, но и внушенного рабства, например, Да. в части политической активности, Да, социальной да, активности. Выходить из этого состояния. Ну вот мы как будто бы, слово как будто бы здесь не случайно, призваны именно к этому и призывать. Да, призваны призывать, ну извините, да. Но ведь дело еще в том, что сколько ты не призывай, и вот та активность, о которой ты сказал, и даже если она здесь в той или иной степени наступит, это решение, Ульян, поправь меня, если я не прав. Вот Федор сказал буквально микрозадач. Микрозадачи не вытащат Россию на новый качественный уровень. Микрозадачи не обеспечат. Конечно. Но они могут показать то, что... Путь. Не, они могут показать государству и власти, что вообще-то народ следит за тем, что они делают. Они Это да. готовы Это да. активно Это возможно. сопротивляться каким-то решениям и продвигать свои интересы. Более Это того, возможно. Тогда система будет живой. Тогда, условно, Ульяна, заинтересовавшись политикой, Нет. участвует в политической Это не жизни, избирается в парламент, становится Мы это председателем, вырежем. может быть, Центробанка, понижает ключевую ставку. И вот эти вот тактика вытаскивания за нос из разных частей национального тела, она превращается в новую политическую, экономическую реальность. Есть И тогда такое, мы мне уже тоже кажется, не возможно. предъявляем Нет, зерно-то фантастические претензии, что мы, дескать, зависимы очень от марсиан, которых не видно, которые нас Про марсиан нам я ничего не говорю. диктуют. Я не А видел мы ни одного понимаем, марсианина что это за прошедший месяц, Бирюков ни плохо одного. работает, Ни одного. в Центробанке, или Ульяна плохо там повышает ставку, или Сергей Цветаев что-то Ну и там, что? значит, Подожди, Нет, ну сейчас я же шеф-редактор иностранных проекта дел. «Эра», а И- вы оба Нет. плохо работаете в Центробанке, вас там не видно. Нет Нет, ну мы же никакой сейчас конкретно- невидимой Шутку руки. переводишь. Вот взял мой метод дурацкий. Да. Я же объясняю, Мне кажется, он почему, был таким почему до. это важно. Тогда мы можем Она говорить: наблюдательная. товарищи, господа, дамы, мы должны принять решение больше, то есть думать иначе, тогда наши возможности как государство повысятся. А сегодня мы не участвуем, как большинство населения, поэтому мы можем только друг другу, предъявлять какие-то там... Промывать мозги в Промывать студии. мозги, да. Ты говоришь про долгий эволюционный путь. Долгий эволюционный А нам путь. нужно Решение создать микрозадач. мечту. Вот в этой ситуации. Ну, конечно, Эра её призвана создавать быстро мечту. не изменить, но нужна такая мечта, чтобы она включила нейронные реакторы у всех.
у обычных людей, у Какая принимающих мечта? решения. Трехкилометровый телевизор? Отлично, это Свободное хорошо, что ты ему об этом развитие. напоминаешь, и скажи Я- еще, что там запроектированы к таким телевизором 30-километровые Трехкилометровый дома. телевизор уже живет в ваших сердцах, я вижу. Нет, Он это- Это ты покорил. посеял зубы дракона свои. Мы теперь, как деревянные солдаты Но- Урфина Ну, Джуса, я не маршируем и рассказываем всем про Не трехкилометровый хотите, Ну не телевизор. какая покупайте. мечта, Федор? Мечта. Вот, Мечта? чистая корпорация. Не Хорошо. хотите, не покупайте, но мы вас заставим, вы вот купите. какая мечта. Я хочу построить общество таким образом, чтобы ты, допустим, никогда, вот только появившись на свет, научившись ходить, получив значит, необходимый навык жизни на Земле, не нуждалась в таких примитивных вещах, как обеспечение бытовых нужд. Потому что это, согласно нашей теории бесконечности ресурсов, это все есть у всех. Нам нужно создать такую систему распределения общего ресурса, чтобы вот эти бытовые проблемы не касались уже людей, а мы будем заниматься тем, к чему нас зовет природа, то есть теми самыми проектами, большими, очень большими, крупными, долгими, короткими. Вот это моя мечта. Это тот самый Спасибо. абсолютно свободный Кто-то обо мне коммунизм, грубо думает. говоря, который должен быть построен Умыл, он нас согласно умыл. логике развития вообще человеческого рода. В туалет. Иначе все зачем было? Зачем эти, значит, тысячи лет истории, если мы опять в 2026 году на полном серьезе сравниваем себя и имеем основания с античными рабами? А зачем вся история тогда Реально, человека я тоже была? жесть. Если нам не стремиться вот к этой абсолютной свободе, Полная которая развяжет жесть. нам руки и даст нам время решать действительно достойные людей задачи по освоению Земли и других пространств. Давайте Это подведем. потрясающе. Он оказывает Это на нас потряса- психологическое это воздействие. потрясающе. Я да. пришел дать вам волю. Мы готовы ее взять, но у нас маленькие лапки. Не дотягиваем. Давайте попробуем подвести итог. Итак, мы осознаем, что общество находится в состоянии несвободы. Это не свобода, она разнохарактерная, это не свобода в социальной и экономической жизни, в активности в социальной и экономической. Это не свобода в понимании всеобщих задач человечества, потому что общество стремятся атомизировать. Это не свобода с точки зрения осознания собственной значимости и того, что отдельные действия каждого человека – это то, о чем ты, Федор, говоришь, да, приводя пример активности на разных континентах планеты Земля. Личная неактивность приводит вот к тотальному угасанию активности и к тотальной несвободе. И все же нам чрезвычайно важно понять, какую мечту дает эра и какую цель дает эра. Да, благосостояние как абсолютно естественное состояние бытия для каждого. Не как цель, а как абсолютно естественную, вообще просто базовую, закрытую потребность. А мечта какая? Какая мечта, если подняться вот на самый верх от сегодняшнего дня, от сегодняшнего состояния государства, от того, что, например, вчера здесь, в этой студии, с Юрием Вячеславовичем Громыко, обсуждая Пензенскую ПЭС, мы понимаем, что это проект, который в 1973 году инициирован и все еще продолжает оставаться на бумаге. И вот вчера прозвучала важнейшая вещь, вот смотрите, важнейшая вещь прозвучала. Он сам, будучи чрезвычайно в это вовлечен, начал перечислять перечень задач, которые необходимы для того, чтобы этот колоссальный вообще паровоз столкнуть, и этот огромный пароход развернуть. И все упирается во многом в то, что это настолько системный проект, что он должен повлечь за собой и строительство энного количества городов. Ну, то есть это огромная часть территории России, которая внезапно может в случае реализации подвергнуться вот буквальной, тотальной перестройке, вообще, да там не даже, там ее не было, тотальной индустриализации, новому заселению. И это проект, который может весь корабль развернуть на верный курс. Но ничего из этого не происходит. И непонятно, произойдет ли. Я об этом и говорил. Да, ты именно об этом и говорил. Когда вот это же И только вот один возникает, проект, это только а их один. может быть сотни. Конечно, Вот. ну или хотя бы десяток, уж сотни, их может быть сотни. Это Вот абсолютно- мечта включает в себя тот момент, когда все эти 100 таких вот великолепных проектов развиваются динамично, параллельно. Каким образом мы придем к состоянию тому, что эти проекты начнут действительно из бумажной формы переходить в реальную форму? Когда люди просто захотят этого.
Сейчас Методом большинство- долгой эволюции, проявления собственного самосознания. Давайте Это случится тогда еще... убыстрим эволюцию техническими средствами. Как? Какими техническими средствами ты собираешься приложение, собственно, Вот мы запустить, что ли? да ну слушай, ну что ты вот на каком-то Уже- уровне маркетплейса. Уже и сказать Вот ничего нельзя. Это на самое, уровне. Сразу в книге, да, да. Штерна там же описывается вот, технология убыстрения эволюционных процессов. Ученые уже знают как, надо их спросить. Я не ученый, это допустим. ту, которую мы раскритиковали. Да, и в принципе я вот, допустим, я одержим прямо мечтой о том, чтобы биотехнологии, которые позволят победить множество болезней, продлить человеческую жизнь вплоть до там состояния такого бытового бессмертия, включая клонирование, перемещение, значит, разума в различные телесные оболочки, позволит нам покорять реально космические пространства, позволит на Земле реализовывать очень долгосрочные цели, не думать, что там, значит, одного или другого руководителя не хватит, да, потому что мы будем Это жить понятно, как библейские патриархи. Да. Вот это все включает. Для этого нужен колоссальный уровень творческой свободы. Потому что в нынешнем этапе, вот если мы придем в какой-нибудь там в корпорацию с такой идеей, нам скажут, да вы Или что, в министерство. сумасшедшие? Это, во-первых, вы просто сумасшедшие. Во-вторых, это очень дорого стоит, нам это невыгодно. Пошли вон. Будем настаивать, нас это самое арестуют. Да, и мы и будем Вот. записаны как дважды сумасшедшие. Вот. Смотрите, мечта оформлена и вполне понятна. Мечта заключается в том, что России нужны 10 пенжинских ПЭС и вообще 100 таких подобных проектов. С мечтой все ясно. К чему это приведет, тоже ясно. К уровню экономического роста тоже ясно. Мы все понимаем, не ясно только, да, еще мы понимаем, что нужна творческая активность масс, что массы важные нужно пробуждать, хотя одним из постулатов Авроры является подготовка такая, продвижение вот этой программы к тому, чтобы услышали нас не только массы, но и те, кто принимает решения на разных уровнях. Но все это здорово и все это прекрасно, но непонятно, что делать в моменте. Да, И я согласна. это не так абсурдно уж звучит, когда я сейчас практически в завершении этого сегодняшнего эфира вдруг говорю непонятно, что делать в моменте. Но ведь действительно не совсем понятно. Да, мы продвигаем эту тему, да, мы говорим. Даже сегодняшний эфир, для тех, кто его послушает, ну, он обрисовывает вполне понятные, знаковые вещи. Если обратиться... Образ будущего, да. Образ будущего, да, пусть такой... Как прийти к этому будущему? Вот как прийти к этому будущему? Нет. То есть фактически мы являемся носителями энного количества альбомов бумажной инженерной архитектуры. Мгм. Многие из них действительно существуют в разработках и в планах. Я думаю, что если поднять все наработки за последние там лет 75, да какой, наверное, с 30-х годов прошлого века, то, что было по России, да, то, что делать, потому что все-таки, ну, значимую часть большевики в той или иной степени освоили или приступили к освоению. Значимую часть из тех разработок. А потом за советскую историю сколько всего было накоплено. Да все, в общем, понятно. И вот мы сидим, вот у нас гора этих альбомов, все понятно. Что делать-то? Делать в сегодняшнем дне что? Так это всего лишь часть нашей задачи. Вот эта вот материально-техническая культура. Я, допустим, это материально-технический задел. Не инженер. Я могу Безусловно. только наслаждаться визуальными совершенством линий. Но Да. я понимаю, что вот эти все вещи можно реализовать, допустим, как через принудительный рабский труд. Может быть, это даже будет быстрее, как вот строили древние колоссальные здания, пирамиды какие-нибудь. Но, а нужно ли нам это? Философия должна быть. Он сейчас заведет нас в такие дебри. Философия. Ты инженер, вот скажи мне? Нет. Ты инженер? Нет. Если Вот только Ульяна человеческих тоже. душ. Да, поэтому наша задача, как я ее вижу, поддерживать вот эти вот технические озарения, технические ресурсы, которые имеются, философским горением. Что мы должны делать? Мы должны обращаться, искать живых среди аудитории, предлагаем уникальный контент, который пробуждает новое сознание. Посмотрите, чем сегодня заполнены эфиры. Ничем. Это белый шум. Телевизор белый шум, в основная часть интернета, это самое конкретное, это реклама, остальное это либо белый шум, либо перверсии. Есть такое. Мы Есть создаем очаг живого огня разума сегодня, поэтому вот это наша Ну миссия, почему нас не смотрят? просто не знают об этом.
Мы только начали, на самом деле. Мы же до этого пытались Разве очаг не как должен бы разгораться? зайти с понятных вещей. А давайте Должен. обсудим И законопроект. пламя должно быть ровным все время. Законопроект. Если мы еще научимся друг друга слушать, это будет вообще великолепно. Ну, это Вот. чересчур. Мы только начинаем. Не надо сразу впадать в уныние, в сомнение и пытаться забежать обратно в норку, потому что среда не очень благоприятствует. А никто этого не хочет. Только все началось. Да в норке среда такая же токсичная, там еще и воздуха вечность свежего нет. перед нами. Но мы же ставим великие цели, а великие Ну, цели, безусловно. они расширяются до размеров вечности. Мы ставим перед собой цели, кроме прочего, привлечь сюда, на Аврору, визионеров. И мы говорили об этом. Людей, которые реально видят будущее. Нет, не так. Которые прозревают это будущее. Которые дают образы этого Такие, как будущего. Федор, подойдут. А как же мы с тобой? Нас Да выкинут мы- за борт, мы что ли? баклака. Как балласт? Или мы будем бегать просто с плакатами взад-вперед, пока Федор будет увлекать за фанаты. собой прогрессивные массы? Отличную ты нам роль отвела. Прекрасно. Я могу только отпугивать прогрессивные массы, Да. если надо, зовите. Так вот, давайте думать об этом, и давайте в следующий раз поговорим о визионерстве, о том, как мы его понимаем, и что это за люди должны быть, которые приведут, в Нужно том числе... показать визионеров в действии. Так Надо. просто рассказывать неинтересно. Надо показать. И тем не менее мы поговорим об этом. Я предлагаю поговорить об этом, потому что это наша текущая задача. Она выкристаллизовалась у нас буквально вот в последние дни. И коль скоро ты говоришь о том, что мы только сейчас в полной мере приступаем, видимо, сами внутренне осознав, сложившись вот полностью в команду, приступаем вот к продвижению идеи Авроры, так вот и давайте поговорим про визионеров. Потому что каждому учению, каждой идее нужны те, кто умеет людей ею зажигать. Потрясающе. Федор Гениально. Конечно, да. протестует. Внутренне он Конечно, да. протестует. Прекрасно. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», Ульяна Максименко, координатор проекта «Эра» и политический обозреватель Федор Бирюков. Мы смогли сохранить в течение всей передачи человеческое достоинство и не сцепиться вот здесь в центральной точке студии. Это уже много. Мы будем двигаться вперед. Спасибо. Хотя, думаю, Федор недоволен. Он сказал, Проверим. мы должны научиться слушать друг друга. Вообще я счастлив, я свободен, я счастлив, я люблю вас всех, вот, я рад быть с вами и так далее, поэтому. Отлично. На этом сегодня все.